Всем привет! Тема автомобилей на водородных топливных элементах привлекает все больше автобрендов. Теперь в их список пошла китайская марка Hongqi, что в переводе означает «красное знамя», принадлежащая компании FAW. На 6-м международном автошоу, прошедшем с 8 по 10 июня текущего года в Шанхае, она представила водородный седан H5. В целом он дублирует исполнение своего собрата, четырехдверного седана, выпущенного в продажу еще в 2020 году. Но некоторые изменения все же есть, хотя главным новшеством, разумеется, является именно начинка. Об этом и многом другом я и расскажу в этом обзоре. А начну я с экстерьера. Итак, у водородного автомобиля сохранилась массивная радиаторная решетка, состоящая из набора хромированных вертикальных сегментов. Передняя и задняя оптика по-прежнему выполнена без изысканных дизайнерских решений, но выглядит вполне аккуратно и органично. Размеры прототипа также не изменились. Длина 4945 мм, ширина 1845 мм, высота 1470 мм, а колесная база 2875 мм. Клиренс составляет 15 см. Багажный отсек составляет 250 литров. Что касается колес, то водородный H5 будет комплектоваться 17 или 19-дюймовыми колесными дисками, шинами размерностью 225 на 55 и 225 на 45. Запасное колесо в автомобиле предусмотрено, но не полного размера. Если осматривать салон автомобиля, то здесь отчетливо просматривается очередной высокотехнологичный китаец с качественной отделкой и продуманным оформлением. Безусловно, огромные экраны и нестандартная форма торпеды заслуживает отдельного внимания. Однако все это можно встретить и в других автомобилях из Поднебесной. Если автолюбитель привык к подобной обстановке, то она его не сильно впечатлит. Если ранее он не сталкивался с подобным, то владелец Hongqi H5 испытает истинное удовольствие от эксплуатации модели. Салон выглядит стильным, отделка в нем выполнена с использованием пластика, хрома, довольно качественных тканей и эко-кожи. Но теперь немного о технической и опциональной составляющей. Представлено множеством систем безопасности, помощи при вождении, системой мультимедии и некоторыми другими современными плюшками. Уже в базе будет присутствовать автоматическая система парковки, функция помощи при подъеме, ассистент торможения, система распределения тормозного усилия и контроля устойчивости кузова. Внутри салона виднеется приборная панель, представленная 7-дюймовым ЖК-экраном с традиционными стрелками. Здесь нет ничего нового и выдающегося, но выглядит она весьма симпатично. Перед водителем расположилось многофункциональное рулевое колесо с 3 спицами, а рядом с ним функциональная центральная панель с 10-дюймовым сенсорным экраном, служащая для управления мультимедийной системой. Как уже упоминалось выше, водородный прототип создан на основе обычной модели Hongqi H5, к которому полагались два турбомотора, 1,5-литровый агрегат на 168 лошадиных сил и 1,8 литра на 197 лошадиных сил. Седан H5 оснащен блоком топливных элементов мощностью 54 кВт-час, являющийся собственной разработкой материнской фирмы FAW. Он питает буферную батарею и тяговый электромотор на 140 кВт или 190 лошадиных сил. Ускорение с 0 до сотни занимает у такого седана менее 10 секунд, а максималка составляет 160 км в час. Два баллона со сжатым до 700 бар водородом вмещают 4 кг газа. Привод у автомобиля без альтернатив передний. Подвеска независимая, представлена стойками Макферсон спереди и многорычажкой сзади. Тормоза с обеих сторон дисковые, спереди с вентиляцией. Точные сроки запуска седана на поток пока не обозначены, но цена уже озвучена. Она будет стартовать с $22 500 в базовом исполнении. В топе машина будет стоить выше $30 000. На этом все. Если обзор понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем пока!